По трассе сколько он пойдет? Слушай, 90. 90 нормально. Ага. Дорогие друзья, И уважаемые товарищи, в честь праздника 23 февраля наша команда друзей БИП и МРТ готовим для вас интересные мероприятия. команда со мной на Ляде 677 поедет в музей танго Т-34 на Дмитровском шоссе, а команда с Максимом на Икарус 250 поедет в Переслав-Залесский музей паровозов. В музее паровозов мы с вами узнаем, как Трудовой фронт приближал всеобщую победу через призму работы узкоколейных железных дорог. А в музее танка Т-34 мы с вами узнаем всю историю легендарной боевой машины от чертежа до Берлина, а также посмотрим на реконструкцию битвы. Уточни подробности И приобрести билеты по ссылочкам в описании. Мы не едем на пляж. Мы въезжаем в приграничную зону. Самолеты с ядерным оружием были. И вот такая мощная герма. Ух ты! Расхерачила. Кошмар. Ноги, знаете, как становятся ватными. Мама, не побаивается, мама просто боится. С городом Геленджиком нам пора прощаться. На наше счастье, здесь в пансионате отдыхала моя мама. Мы ее обрадовали своим визитом и свозили ее в горы. И вот нам сейчас надо вон на ту гору доехать. Едем по этой дороге. Асфальт кончается сразу же. Едем в гору. Там низина, там гора. Я за рулем. Едем аккуратно, все хорошо. Мама побаивается. Съемка для семейного архива. Мама не побаивается, мама просто боится. Ну не бойся ты, господи, у тебя скилловый водитель. Отличный автомобиль подготовленный, хорошая резина, надежная конструкция. Дорога вон. Вообще ее объездили уже все, кому не лень. Проезжая абсолютно дорога. О, значит, в легкую. Ух, красота какая. Ребята. Доехали до промежуточного пункта, обзорная площадка. Стоит эндурик, стоит Урал, у него радиатор потек. У нас радиатор немножечко шипит. Виктория Николаевна. Вообще тут виды прекрасные. Закачаешься. И вот такие виды. Дорога назад намного спокойнее. Уклон настолько большой, что даже на первой передаче тормозить двигателем смысла не имеет. Скорость становится слишком высока. Поэтому нейтралка, постоянно на тормозах. Аккуратно едем. Прощаясь с прекрасными видами с гор. Какие камни, какие склоны, спуски. Вот это сейчас горизонталь, ребят. Красоты юга. В общем, ей понравилось. Еще столкнулись с такой неприятностью. В дождь все течет, везде течет. Течет вот из-под этой резинки. Течет вот отсюда, вот из-под стекла. Давно это была проблема. Раньше из-под стекла до замены на форточку не текло. А сейчас вот потекло. Причем течет не по стеклу, а именно по контакту рамы форточки с кузовом. Короче, наружный уплотнитель представляет из себя вот такой вот сток. По идее, вода, попадая на него, должна уходить в бок и стекать здесь. Но у нас здесь закреплены поперечины, они его вот так вот вниз отгибают, в итоге здесь течет, попадает на эту плоскость и уже по ней растекается и здесь выходит ручьем. Наклеил D-образный профиль. Здесь вот 2 сантиметра, ну он, наверное, чуть побольше. Зафиксировано все теперь очень хорошо. Все, вода никуда вообще не пройдет, никак. Даже здесь оно там закушено, и в воде ходу нет. Здесь, казалось бы, вот эта резинка прижимается, однако не плотно. Я под нее герметиком зафигачу. Возможно, часть будет выходить, но я сделаю максимально аккуратно. Это уже вечером.
Да, еще вот в эти вот уголки тоже герметиком капну. Здесь-то хорошо, а вот тут мне не нравится. Она изгибается еще, вот здесь уже закусила. Зараза. Да, зальем тут герметиком, и все будет герметично. Очень удачно мы здесь в пробку встали. Это памятник, ну, какой-то Великой Отечественной. Каркас, не только рама, но и каркас грузового вагона, крытого четырехосного. Я его увидел первый раз еще в детстве, когда в лагерь возили. Была экскурсия в Новороссийск. И до сих пор меня это поражает. Это какая была интенсивность бомбежек и обстрелов, что на поперечных, на этих, живого, места не остается. Решето полнейшее. И как в этом во всем умудрялись люди выживать. Настоящий ад. Из машины, наверное, плохо было видно, поэтому предлагаю посмотреть поближе. Интересное, кстати, сочетание. Уже автосцепка СА-3 и при этом буфера. Ну да ладно. Посмотрите, как сильно поврежден каркас вагона. Вот этот каркас, он обшивался деревом, соответственно, там сдвижная дверь. Вот посмотрите, у него наверху направляющая. И вот она, сдвижная дверь с замком, с открытым. Понятно, что здесь многое уже сделала коррозия. Но коррозия не могла сделать вот это, вот видите, на просвет. Признаться, жуткое зрелище. Особенно как мощный металл, этот мощный уголок, просто его расхерачило. Кошмар. Конечно, раньше я бы сказал, что не дай бог такое повторится, что война это страшно, война это ужасно. Вот, посмотрите, что она делает. Но сейчас такого сказать я уже не могу, видимо. Еще, кстати, интересно, колесная пара со спицевыми колесами. Обычно вот такой вот диск с двумя круглыми отверстиями, а здесь спицы. Это вообще такая тема еще царская дореволюционная больше. И удивительно видеть такие колесные пары на вагоне. Хотя 40-е годы не так уж много времени прошло после царей. Задняя часть смята еще больше, но здесь менее прочные элементы. Здесь была будка, тормозная площадка. Вот видите, остались подступеньки, кронштейны. Туда можно было зайти. И вот он, кстати, рычаг ручного тормоза. Вот видите, от него идет тяга. И на тормозную рычажную передачу она идет. Здесь тоже есть подножки. Вот так это все когда-то было. Ну и рядом такой уже монумент в камне. Монумент выглядит монументально. Извиняюсь за тавтологию. Ну и Новороссийск, да, пережил свои страшные деньки. Оборонительные районы, огненный рубеж. Все сгорело. Не мне вам рассказывать, что здесь происходило. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. У меня просто у друга подобная техника стоит. Но, правда, уже как музейный экспонат. Ну, это... Вот. Я его тоже буду делать. Ну, в смысле, я буду на нем ездить, но в идеал приводить его. Класс. Техника на грани фантастики. Ребята едут из Ростова в Миллерово, это чуть меньше 200. Недавно проехали уже 600. Помпа, зараза, немного подтекает, поэтому приходится подливать воду. В остальном безупречно. И вон и девушки тоже любят старую технику. Так что не говорите, что для путешествий надо какую-то там ультра-супер-пупер машину. Пожалуйста, нестареющая классика. Даже радиатор еще родной. Все.
Все-таки в путешествиях на ретро-технике есть свой вайб, своя атмосфера. Мне вспоминается, когда ко мне приехали Ясень и диггер Даниил Давыдов. Они приехали на Ясеневской Волге, ГАЗ-21. И что примечательно, она с утра стояла в гараже неподвижная много лет. А к вечеру она уже проехала достаточно длинный путь до моих-то Любеней. И сделала она это все с доблестью. У нее тоже стоял заводской радиатор, родной ее, да и сейчас стоит. И ничего, и все нормально, и поменяли провода, карбюратор, залили бензин, и все завелось с полтычка, и техника доехала, даже не грелась, и вообще все нормально. Удивительные истории, когда на старых автомобилях люди едут куда-то вот больше 100 километров, грубо говоря. Потому что одно дело, когда экспонат практически музейный, и техника работает только на каких-то выездах, на каких-то фестивалях, на каких-то пробегах. Да, это тоже круто, но гораздо круче, когда она вот куда-то оп и поехали. Низкий поклон таким людям, шикарное у них увлечение. Ребят, вы вообще молодцы, просто супер. Если вам также нравится эта тема, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь. Можно сказать, в знак солидарности. Зато не по обочине. Абрау-Дюрсо. Адыгейская легенда гласит, в 15 верстах от Новороссийска по направлению к Анапе, в горах, на том месте, где теперь озеро, когда-то стоял большой богатый аул. Горцы, похваляясь своим богатством, захотели дорогу к морю выложить золотой и серебряной монетой. В наказание за их гордость, по велению бога, аул провалился, и образовалось на том месте озеро. Населенный пункт прежде всего известен своими виноградниками и вином. Опыты по разведению винограда были начаты под руководством агронома Черноморского округа Гейдука. Первый урожай винограда был собран в 1877 году. К середине 1890-х окончательно сложились типы марочных вин Абрау-Дюрсо: Сартен, Лафит, Бордо, Бургундское. В 1920 году на основе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз Абрау-Дюрсо. Сегодня завод шампанских вин Абрау-Дюрсо крупнейший в России производитель, выпускающий игристое вино как по классической технологии шампанизации, так и резервуарным методом. Производство игристых и столовых вин в 2005 году составило 5,8 миллиона бутылок. Идем, вот прям чувствуем запах какого-то вот винища, вот прям в воздухе витает. Аэродегустация. Уже поздний вечер. Мы почти доехали до Тамани. Решили не пересекать сегодня Крымский мост. Поехать завтра посветло, насладиться красотой и прикольными видами. Ну и уже, конечно, вершить наши интереснейшие дела. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А еще у нас тут техническая пауза. Пополняем бак воды. Мы наконец-то собрались. Вот такое место нашей ночевки. Там вдали виднеется Крымский мост, забор и корова. Кому интересно, оставлю координаты этого местечка, будет ссылочка в описании на Яндекс.Карты. Можете сюда приезжать, здесь такая полянка. Народу практически нет, все было тихо, чинно. Стояли буквально 2 машинами с нами, еще один бус подъехал. Друг другу не мешали. Смело рекомендую. Вот что значит лень, дорогие друзья. Даже из машины не выходит, чтобы мусор вынести. Вот это плюсы автодома. Чтобы вынести мусор, да, можно подъехать к контейнеру. Ни в каком другом доме вы так не подъедете. Ни в кирпичном, ни в доме на сваях. Ни в каком другом. Пожалуйста. Проехали досмотровую перед мостом зону.
принципе, на нас всем пофигу, никто не тормознул. В основном тормозили грузовики, их досматривали, а на нас как-то всем и положить. Дорога мокрая, глина. Едем мы с вами сейчас на Генеральские пляжи. Приехать в Крым и не отдохнуть на море хотя бы чуть-чуть, ну такое себе. Несколько дней назад был дождь, поэтому едем вот так. Надеюсь, у вас не попало. Не факт, что мы доедем. В том году рубились, не дорубились. Все-таки машина недопривод. Надо учитывать. Мы не едем на пляже. Да, бус недопривод не смог. Но справедливости ради, здесь такая глина, какая бы ни была клевая резина, она забьется. Не, дальше не буду. Мы, короче, отсюда сейчас из этой лужи еле выехали. Чисто дуракам везет. Поедем куда-нибудь в другое место. Колея такая, что, осаживаясь назад, можно за руль не держаться. Никуда ты не уедешь в сторону. Вопрос, как мы из нее сейчас будем еще выбираться. А когда все начиналось, было сухо. Ладно, сейчас будем как-то выбираться из этой колеи и уезжать отсюда. Ну, как-то так. БФ Гудрич, АТшка КО2, траванул до 1.25. Машина недопривод, короткая база, груженый. Ну, насколько это в принципе возможно. Удалось выбраться самостоятельно. Я уж думал, придется идти к этим ребятам. Они там сидят, глядят, уже они готовы. Чуть что, КамАЗ отцеплять и алга. Мордой мы вышли отсюда, как-то зацепились, как-то развернулись. Вот эта грызня наша. И вот как-то так. Блин, даже учитывая, что машина недопривод, она определенно достойна этой резины. Потому что благодаря этой резине ему получается вытаскивать нас обратно даже вот из таких жоп, которые, казалось бы, не очевидны. Но пока эти пляжи придется отложить. Проехали другой дорогой через Курортное. Вот такая вот тропа уходит вниз. И идет она вот туда. Попробуем рубануться. То самое чувство, когда ты один на недоприводе. Но если это Т4, проблем не возникнет. Ура! Нашли местечко. Встали. И вот такая вот красота. Да, не самая первая линия. Надо будет пешочком прогуляться. Но оно того стоит. Азовская мне нравится больше, чем черная. Если тебе нравятся наши видосики, подписывайся на канал Макса, и будет счастье тебе в жизни. Залез с кофром разобраться. Здесь неисправен сам замок. Удалось добиться синхронности работы вот этих задвижек от самой тяги. Сейчас тогда будем убирать вот эту веревку насовсем. Открою с той стороны. Крышка будет здесь опираться. Ее приоткрою, и надо будет ее защелкнуть. А пока можно полюбоваться видами. Уже луна видна. Ух ты, гамак ревет. Класс.
Это вообще из Сибири господа приехали. Надеюсь, камера передает цвета. Там на утесе птицы. На палках для маркизы сушатся плавки полотенца. А здесь повесил гирляндочку. Столик, который сделал перед поездкой, оправдывает себя на 1000000%. Очень круто, кайфово и уютно. Вот так вот мы и чилим. Ой, а что это мы делаем? Молочный коктейль. Молочный? С чем? С бананом. Ух ты! Холодный или как? Или горячий? Холодный. О, вот это кайф! Прямо из холодильничка и бананы, и молоко. О, кайф! О, пацаны идут. Пацаны, идите сюда. Пацаны кружицу взяли? Красава! Ребят, еще вот все рассказывал, но не показывал, как выглядит маркиза. Сейчас, правда, вместо колышек камни, потому что здесь такая почва, что колья вбить не получается совсем. И вот так вот оно натянуто. Если посмотреть поближе, вот эти две желтые хреновины выдвигаются. Деревянная палка поперечина и одна упорная, чтобы они вниз не играли. Все, достаточно устойчивая конструкция. Конечно, шторм она вряд ли перенесет, но такой средний, чуть выше среднего ветер более чем. Поэтому устроили такой кемпинг, чилим пару дней на море, отдыхаем. Дальше мы едем на южный берег Крыма. Честно говоря, не люблю я это место. Вот это вот такая столовая. Тут и в плавках, и полуголые ходят. Самое неприятное, что оплата картой проходит через раз, и об этом вы узнаете только на кассе. Ближайший банкомат где-то в Любенях отсюда. Но благо у нас на второй раз прошел. Много народу, куча неудобств. Сервис ценам не соответствует. Но здесь, в принципе, более-менее нормальная еда. Мы здесь не первый раз. Место называть не буду. Оставим это за кадром. Доехали до Золотой параллели. Между экватором и Северным полюсом. Вот где мы. Видимо, это не то. А вот это то. The next day. Предпринимаем вторую попытку посетить заброшенный военный объект в Краснокаменке. Но если в прошлый раз мы были темной ночью, то сейчас у нас другая проблема. Проливной ливень. Едем мы с другой стороны, со стороны Судака. Эта сторона противоположная расположению военных объектов. Так что и лишнего в камеру ничего не попадет. Дорога вот такая. Начинается, похоже, на криповую историю. Ехать нам 6 километров 11 минут. Ну, то есть понимаем, что скорость навигатор нам обещает не первую космическую, хотя пока что асфальт вроде даже норм. Ливень. Едем. На удивление, отъехали чуть дальше, качество асфальта стало лучше. Пока ни одной встречной машины нет. Раньше город был закрытым, назывался Феодосия 13. Вообще на эту тему есть ролик у замечательного
блогера МША Андрей Пыж, которому мы пожелаем скорейшего освобождения из мест не столь отдаленных. Он там все очень подробно рассказал. И как Андрей восхищался красотами здешних мест, тут я могу только с ним согласиться. Я думаю, ему бы очень понравилось здесь и в дождливую погоду, когда горы скрываются в низких облаках, тучах. Места становятся поистине сказочными, и такая атмосфера, она только усиливается. По одинокой дороге, в горах, идет мелкий дождь, все в дымке. Красота! Вот мы доехали до поворота, интересующего нас. И тут же начинается вот такой вот зеленый коридор. Ночью, признаюсь, выглядит очень крипово. Итак, куда мы с вами приехали? Как известно, в 20 веке было противостояние между двумя блоками. Капиталистическим в виде США и их союзников, и социалистическим. Советский Союз и его союзники. Когда появилось ядерное оружие, гонка вооружений вышла на новый виток развития. Ядерное оружие – это очень мощный козырь в рукаве, это очень мощный элемент превосходства над вероятным противником. Поэтому разработка велась семимильными шагами. Так вот, части армии, которые имели в своем распоряжении ядерное вооружение, имели также и общий склад, где базировался дополнительный запас этого самого вооружения, а именно боеголовки. Здесь, в Крыму, Черноморское побережье, Черноморский флот. Эти ребята были вооружены ядерным оружием. Но также были запасники, которые располагались в городе Феодосия 13. Ныне это полувоенный городок Краснокаменка. Здесь есть действующие части, и один из таких вот складов до сих пор используется для склада вооружения. Правда, уже не ядерного, а обычного. Естественно, он закрыт, естественно, он охраняется. Два же подобных сооружения сейчас находятся в состоянии запустелости, заброшенные. Поскольку после распада Советского Союза гонка вооружений закончилась, и Украина, к которой отошел Крым, заявила о своем безъядерном статусе. И все ядерное вооружение, всю эту ядерную требуху передала в Россию. В Крыму же осталась только такая вот инфраструктура заброшенная. Поэтому у нас есть уникальная возможность пройти по следам Андрея, посмотреть, что изменилось за те года с момента выхода его видео про эти самые места. Мы с вами посмотрим вот один этот склад. Сейчас надо будет сходить за фонарем и выдвигаемся вперед. Тем временем на улице идет дождь, влажный лес. Очень интересно смотрится вот этот вот бетонный лоток. Все-таки это высечено, вырублено в скале. И вот этот портал тоже. Когда-то здесь были какие-то ворота, вон, посмотрите, петля. Но, судя по всему, они были не вот прям мощные. С другой стороны, аналогичные петли, видимо, здесь были двустворчатые двери. Так, ну, до новых встреч, Свет. Мы с вами идем. Пока каких-то отличий от того, что нам показывал Андрей, незаметно. Идет поворот для уменьшения воздействия взрывной волны, которая появилась бы, если бы здесь рядышком подорвали что-то ядерное. Да, здесь вырванные бывшие рельсы узкоколейки. Все-таки не вручную же боеголовки транспортировали. И вот такая мощная герма. Ух ты! Ребят, выглядит шикарно. Все то же самое. Ничего за эти года не изменилось.
Здесь вот остались следы. Такие чуваки населяют эти места. Какая-то то ли химза, то ли дождевик. Куча мусора. Да, очень монументально выглядит. Здесь стоял штурвал, соответственно, ее открывать, закрывать на случай, если электричества не будет. Там, по идее, должна быть направляющая. Эта дверь как на колесиках. Мощный металл. Андрей предполагал, что она залита бетоном. Ну, сложно поспорить с мэтром. Скорее всего, оно так и есть. Смысл такую большую железяку отливать? Никакого. Вон видна какая-то арматурина. Здесь тоже что-то было. Очень интересно. Это у нас элемент уплотнения. Типа резинки такой. Вот, да, с этой стороны тоже был штурвал для открывания и закрывания двери. Створ. Ну и, собственно, само место хранения ядерных боеголовок. Здесь очень высокая влажность. От фонаря все подсвечивается. Вон, видите, сколько она здесь парит. Да, собственно, вот такой вот небольшой объект, за знание о котором вас когда-то бы расстреляли. Тадам! Вот на этих полках они и лежали. В другом аналогичном объекте, как тогда показывал Андрей, даже на этой стенке была нумерация места 1, 2, 3, 4 и так до 8. Очень необычно все это видеть. Касаемо вот этих труб, мы сейчас с вами пойдем в соседнее помещение и там увидим, где они выходят с другой стороны, и можно будет сделать предположение об их назначении. Что интересно, они направлены своими раструбами в разные стороны, что, в принципе, подтверждает версию о том, что это, грубо говоря, климатическая установка. Там тоже что-то есть. Да, конечно, немного жутковато ходить по таким местам. Оттуда слышно, какой дождь идет. Гром резонирует. Не знаю, вы слышали, нет. Еще одна мощная гермодверь, уже другого цвета, но аналогичной конструкции. Здесь, видимо, была проводка на освещение. МШ рассказывал, что здесь находится маленькая камера, которая нужна, скорее всего, для фильтрации воздуха. Оно и логично, поскольку в этом помещении находилась климатическая установка для создания микроклимата в отделе с хранениями. Поскольку здесь находилась климатическая установка, которая создавала необходимый температурный режим для хранения изделий. Поскольку боеголовки ядерные, в них присутствует какое-то количество распада частиц, они могут начать нагреваться, и в случае перегрева может нехило так бабахнуть. Вот чтобы этого не было, здесь располагалась установка, скорее всего, фреон, ну, грубо говоря, кондиционер. Фреон, испаритель, конденсатор, вот это вот все. Все это было 50-х годов, даже плитка осталась здесь. Конечно, дестрой полнейший, что тут сказать. Тут можно только догадываться, что это было на самом деле. Кайф. Так вот, с выхода установки как раз в эти трубы и подавалось
нужная смесь воздуха. Вот тут такая сбоечка есть. Там поверху, скорее всего, шли те две трубы. Вон там они, видите? Вон там, видите, две трубы? Это уже вход в отдел с изделиями. Капли воды, все-таки влажность здесь очень большая. Ну и здесь какие-то коммуникации проходили, лючки. Поэтому ходить по таким местам надо очень аккуратно. Берегите себя, вы у мамы такие одни. А вот, кстати, другая часть труб с, предположительно, фильтрационной камеры. Как раз забор воздуха из-за гермодвери у инопланетянина с пиздой. И вход уже в эту часть здесь. Ну а дальше по подковообразному тоннелю мы попадем в другой выход с другой части горы. И там будет стоять точно такой же портал, к которому мы подъехали. Собственно, вот он свет в конце тоннеля. Да, здесь все выглядит, конечно, не так кайфово, как с другого входа, но будем считать, что это черный вход. Черный ход, задний ход. Ну, как всегда, как водится, помойка рядом и заброшенный военный объект. Красота! А рядом от входа находится защитная бойница. Я не знаток армейской тематики, но вот там вот походу сидели автоматчики, пулеметчики, которые со всех сторон просматривали местность вокруг. Вон там подобная башня валяется на боку, а здесь она стоит на вот таком здании. Причем, что это уже не ракушняк, из которого строят дома в Крыму, это уже бетон с камнем и жуком. Конечно же, здесь сейчас полная херня навалена, скорее всего. Это используется как туалет. Вот можно посмотреть вверх. Там поливает. А вот так выглядит эта башня с другого ракурса. Верхушка, от которой уже отколупали бетон. Кстати, МШ тоже самое все это показывал. И до сих пор на металл эту штуку не оттараканили. Непонятно почему. Ну и вот такие бойницы. Красиво. Да, в наше время это сторожевое сооружение охраняет только помойку. Символично. Кстати, у входа, к которому мы подъезжали, есть еще вот такое вот здание. Вероятно, здесь было что-то наподобие КПП. Наверняка машины, которые приезжали, чтобы привезти, забрать боеголовки, отмечали здесь в каком-нибудь журнале. Ну, собственно, да, вот похоже на какую-то разгромленную контору. Потолка, конечно, уже давно нет, и природа все отвоевывает назад. Очень эстетично. Такие наследия СССР. К сожалению, не хорошие квартиры с приятной планировкой, не сильная развитая экономика, но зато куча заброшенных военных объектов. Это тоже, согласитесь, неплохо. Ну а мы едем дальше. А вот так вот выглядит сам некогда секретный закрытый город, который не значился ни на одной карте. До определенного года даже запрещалось иметь фотоаппараты в личном пользовании. Честно говоря, с дорогами, ну, такое себе. Так что закрытый не значит привилегированный. Хотя раньше здесь было все для жизни, и сюда приезжали люди в полную изоляцию, но при этом они не чувствовали себя отрезанными от благ цивилизации. Ну а сейчас все это дело вывозят только шикарные виды на горы.
На этом с Краснокаменкой мы с вами закончим, потому что дальше будут начинаться действующие военные части, а их снимать как-то не хочется, особенно в 2022 году. Братцы, ехали в ночи по трассе и увидели вот эту красоту. Автобус в честь 60-летия длиннющего маршрута троллейбусов из Симферополя в Ялту. Что примечательно, этот маршрут рабочий до сих пор. Вот его контактная сеть. По городу ехали, там было по 2 контактные сети в каждую сторону. Шикарно. И вот раньше ходили такие троллейбусы шкодовские. Там они 9 ТР, 14 ТР. Не шарю. Ну, блин, сохранили его в этой окраске. Вон токоприемники там есть. Установили памятник с благодарностью и заботой о жителях и гостях Крыма. Очень приятно, что сохранили. Очень кайфово, что сделали. И посмотрите даже на морду, какая детализация. Вот эти вот ободки хромированные на фарах. Значок Шкоды. Все сохранили. Можно заглянуть снизу. Я не знаю, вам что-нибудь видно, нет. И можете табличку почитать. Ступица другая от нашей отличается. Да, смотрите, сохранили оба токоприемника со вставочками. Братцы, это очень круто. Не знаю, вам что сейчас видно или не видно. Двери, посмотрите, какие широкие двери. Шикарные троллейбусы. Очень жаль, что не застал их в работе. Очень жаль, что это уже история. Ребят, доброе утро. Проснулись, готовимся. Сейчас позавтракаем, едем дальше. Интересно, зацените обстановку, где мы встали. Мы на разворотном кольце троллейбусов Алушта. Как мы будем выезжать? Вопрос. Хотя тут происходит какая-то ротация. Техника меняется. Прикольно. Наверное, самое необычное место для ночевки. Ну, форточки зачетные, как у нас. Но я так быстро подорвался не ради этой техники, а ради вот этой. Ребят, я, похоже, ошибся. И есть еще в работе Шкоды. А, это техничка, братцы, это техпомощь. Ух ты, то есть нам с вами еще и повезло. Шкода. Класс. Вот это техника. Вот это дизайн. Вообще великолепно. Она просто прекрасна. И посмотрите, у водителя какая гигантская форточка. Класс. Для южного климата очень актуально. Здесь как будто гнездо свита. В общем, очень круто, ребята. Очень круто. Жалко только водителя нет, потому что есть следы его работы. Табуреточка, вот эти накладки, которые на вот этих токоприемниках. Собственно, эти накладки, так же как и на железной дороге, специальные накладки, токопроводящие, они контактируют непосредственно с контактным проводом. Он по ним перемещается и передает напряжение. И уже через токоприемники идет на силовую схему. Вообще класс, ребят, Шкоду живую увидели. Сцепка такая мощная. Наверняка не заводская. Специально ставили, чтобы буксировала неисправные троллейбусы. Вообще супер. Тут еще открыто. Да, смотрите, тут куча всего интересного.
жесткая сцепка, какие-то съемники, какие-то подъемники, подставки. Тут есть целый верстак. То есть это реально техничка, которая может приехать и оказать помощь. Если что-то, там даже послесарить немного. Вот это круть, братцы. А посмотрите, на них еще даже люк такой есть. Запах, как в цеху в 70-х. Отпад. В общем, ребят, вот так вот нам повезло остановиться на ночевку. Оказывается, уникален не только троллейбус, но и место, где мы встали. Троллейбусная станция. Здесь продают билеты до Симферополя. Это как раз одна из станций от Ялты до Симферополя на этом длиннющем троллейбусном маршруте. Я думаю, фанаты гортранспорта заценят. И посмотрите, какое здание поздней советской архитектуры, как будто ракушка. Вообще супер. Также под ним расположен аквариум, тут всякие заманухи стоят. Ну и новые троллейбусы. Как видим, в принципе, популярностью транспорт пользуется. Ребят, вайб непередаваемый. Юг, транспорт, конечная троллейбусов, старая Шкода. Вообще отпад, ребят, просто шикарно. Вика будет делать бутерброды с паштетом. Паштет. Вика. Троллейбусы. Ничего нового. Кстати, давайте засталкерим троллейбус, не выходя из буса. Ать. Вот там они продвигаются, так мы и будем выезжать. И мы пока стоим в такой засаде, пленники рая. Нас закрыл троллейбус, троллейбус пока не едет. Однако у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть на техничку изнутри. Здравствуйте! Так, он закрыл двери. Врубаем поворотник. И пока никто не вклинился. Свобода! О, тут номера позиционирования указаны. 31, 32. До свидания. И тебе до свидания. Да, 90, то что надо. И самое забавное, что вот эта дорожка, петляющая по горам лентой, называется шоссе. Бахчисарайское шоссе. Вон, еле разъезжаемся. Сейчас будем пропускать целую колонну страждущих. Это, братцы, шоссе. Вот как можно что-то запланировать? Ехали по серпантину, думали, как встречку не словить. И наткнулись на такой чудесный источник. На камне написано 1890 год. 1890. До сих пор радует путников холодно-ключевой чистейшей горной водой. Набираем все емкости, что есть. Единственный в заводской окраске на Крымской железной дороге.
Пока кто-то едет в КамАЗах, кто-то кормит лебедей. А лебеди рады кормиться. У них тут тоже все поставлено на поток. Подплывают, смотрят. Кормятся порой даже с руки. Вон, смотрите. Оп. Все. Не грызет руку, которая дает корм. Видите, они прям по очереди как будто. Чуваки молодцы, у них все схвачено. Вон тут даже голубь тоже кормится. Спугнули. А ну, чувак. Ну, понимаете масштабы, да? Приехали вот сюда, на стрелку между Арабатским заливом и заливом Сиваш. Вот мы здесь, вот проехали последний населенный пункт, Соленое. Там щит говорит нам, что мы въезжаем в приграничную зону. А здесь пограничная служба информирует. И там так все погано написано и стерлось, что они так сделали, как будто специально. Типа, пока ты все это вчитываешься, в тебя будет легче прицелиться. Поэтому сейчас едем куда-нибудь в сторону Азовского, на песочек, посмотрим, что тут происходит, потому что пляжи дикие, нами, честно говоря, никогда не обследованы. Очень интересно глянуть. Настоящие дикие места. Вокруг практически никого нет. Море, ракушничок, ветер, природа, вот эти волны. Вот такой маленький момент дороги. Душ закончился. А на заправке есть краник для полива цветов. Поэтому я и взял такой вот шланг с быстросъемом. Сейчас мы будем заряжать туалет, душ. Оп, раз и два. Погнали. Соединение, конечно, не герметично, но оно нам и не надо. Да, вода идет. Как-то так. Так что сматываемся. Приехали на локацию на несколько дней. Все-таки помимо съемок нужен и отдых. И будем готовить ужин. Сейчас разводить огонь запрещено, поэтому мы обойдемся без открытого огня. И получается у нас что-то вот такое. Отличный уголь. Кладем мясо. А вот наконец-то наш ужин. После долгого дня. Это? Что это? Это масло с чесноком и укропом. На хлеб, колбаса, чай. Мясо подоспевает. Устали, изголодались. Наконец-то встаем на стоянку. И начинается просто отпуск. Вот что такое зажрались? Проснулись, позавтракали. Сидят в интернетах, чилят, в телефончики играют. Почти не общаются. Почти не общаются, да. Там море под боком. То есть вот так, вот оно. Да ну нафиг, мы в тенечке, там все приоткрыто, все везде продувается. Есть липкая лента для Вики. Все хорошо. Отдыхаем.
Уже стемнело, чай почти выпит, а ночью самый лучший прием радио. И вот старая селга. Поймали музыку, а тут это call on me, call on me. Где-то там море. И пару слов об устойчивости этой конструкции. Напоминаю, из говна и палок, потому что тент реально говно. За год на солнце он просто распадается. Ну, собственно, палки. Напоминаю еще раз конструкцию. Две телескопические, горизонтальные, между ними деревянная перемычка и одна телескопическая вертикальная. Тент сложен вдвое. Концы ближние к машине привязаны, собственно, за автомобиль, а дальние вот на такие вот колышки. И эта хрень держится. Да, его сносит ветром, да, он вот этой частью шумит, можно сейчас поджать, чтобы было потише. Но по факту он стоит и обеспечивает защиту от солнца, когда оно выйдет. Пис! Мы хотим причинить тебе добро. Это не тема нашего путешествия. Вчера я гонялась за чайками, чтобы дать им хлеба. Они от меня как сумасшедшие ломились. А теперь мы не можем накормить песика. Идем смотреть какие-то захолустья у гор. А тут, ребята, настоящий луазик. Рабочий, в эксплуатации. Снизу покрашен вообще каким-то антигравием. Прикольный. Ворота как будто вынесены. Они оторжавели. Походу, здесь был какой-то взлом. О, смотрите. Носик какого-то судна. А здесь мега-будка для писа. Правда, pisa.net. А рядом какой-то канат. И еще одна мини-лодка. Интересно, что территория до сих пор огорожена. Забор сетчатый. Мы, похоже, с вами на территории детского пионерлагеря, скаутского лагеря. Вот здесь вышки. 220 вольт раздается. Дорога накатана. Там как будто обитаемое здание. Не знаю, что мы увидим. Пойдемте посмотрим, очень интересно. Здесь кто-то живет. Я вас приветствую, мои юные друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Если захотите шелковицы, раздевайтесь, иначе все будет, иначе все будет шелковицы, Ага. а не сорвешь. Здравствуйте, Максим. Александр Максим. Будем знакомы. Ой, вы молодец, А парень. скажите, а где мы находимся? Здесь территория пионерлагеря. Да, это раньше были и скауты, и здесь была, там же дорогой, это самое, воинская часть, самолеты с ядерным оружием были. Это тот ангар? Нет, до Багерова там 10 километров. Понятно. А турки сказали, убирай, собака, свои, а мы уберем там на. А ты меня понял или нет? Ага. Ага, Ну, ты что кто-то балуется? Никто не балуется. Это самолеты
Все понятно. Ну, Здорово. Ничего, что мы тут зашли, вы не возражаете? дорогой гуляй. Гуляй Спасибо. сколько видно. Хорошо, спасибо большое. Пройдемся мы тут тогда, можно? Обязательно. Вы издалека, дорогой. Да нет, неподалеку. А я думаю, может, в Камчатке. Не-не-не, ближе вы, ближе. К Камчатке еще далеко. Все, спасибо большое вам, всего доброго. Успехов, мой друг. Спасибо и вам всего доброго. До свидания. Успехов, мои друзья. Настоящий полковник. Зато качели есть, можно покачаться. Куча всякого хлеба. Дом у моря. Мечта. Нас, конечно, интересует больше всего вот это. И там есть проход. Самое неприятное в таких местах — это их естественные обитатели. Вон под лестницей, типа плохой знак. Не будем суеверными. Это змеи, это пауки, всякие кусучие жуки и прочее. Ага, вот это рабочие. Вот, смотрите. Вот кто это такой. Ползет, 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 ползет. Там еще один, там еще. О, их тут много, смотри. Там, там. Вот один. Там. Смотри, какой кузнец огромный. Ладно, проходим. Интересно, еще одна мини-лодка. Там кто-то прыгает. Так, ну пойдемте здесь. Здесь вроде ничего колючего и кусучего не наблюдается. Да, классика жанра. А здесь у нас, конечно же, свалка. И ворота, которые легко открываются. Опа! О! Знаете, на берегу такое найти — это что-то интересное, это неожиданно. Какие своды, какой ангар. Акустика практически отсутствует. Двери входные. Да, это мы с вами уже в гору входим. Как назло, я не взял ни фонаря, ничего. Классика. Пойдем попробуем посмотреть, что же тут у нас такое есть. Какая-то жесть. Начинается как в фильме ужасов, если честно. Это плакаты. Ну, похоже на какое-то бывшее военное сооружение. Залитый бетон, мусор. Прохода дальше нет. Тупик. Ну, видимо, для техники. Ну, такое себе. Хотя место исхожено, следов целая куча. Ладно, пойдем к выходу. Такие интересные места могут оказаться совершенно неожиданно, буквально под ногами. Потому что вон там уже пляж, стоят люди, гуляют Вика. И все вроде бы хорошо. Здесь какие-то бетонные обломки. Такое ощущение, как будто вот там вход, и под этой горой что-то есть. Превозмогая дикий ужас, решили подняться повыше, посмотреть, что там. Здесь какое-то здание, все заброшено, все раздестроено. Вон кострище жгли. Понятно, что Америку мы открываем сейчас только для себя, и места эти уже баянные, всеми посещаемые. И широко известно, какой куст, кстати, красивый цветет. А вот тут еще один рядышком.
Ля, красота. Тем временем проходим поваленный столб. Какие-то кабеля. Великая раньше была держава. Вот так это выглядит с небольшой возвышенности. Хорошие здесь места, ребят. Прям очень нравится. Я оставлю координаты обязательно. Море восхитительное. Пляж, ну сами видите, август месяц. Еще до Новофедоровки здесь тоже народу было не очень много. Здесь комфортно. Могу смело рекомендовать. А что там дальше? Здание совершенно непонятного предназначения. Ну согласитесь, когда у нас в распоряжении только голые стены, что-то конкретное сказать сложно. Хотя смотрите, достаточно современные трубы. Может, это не так давно все пришло в такое состояние. Классика жанра. Мусор, запах говна, какая-то херня. Вид, конечно, отсюда открывается клевый. И опять же эти пауки. Много их. Но одно грамотно посаженное дерево даже такие места делает какими-то ламповыми и уютными. А на какой такой секретный объект ведет вот эта каменно-бетонная лесенка? И это, конечно же, сортир. А вы что думали? Ядерные боеголовки здесь будут храниться? А сейчас у нас стоит задача преодолеть этот периметр из колючей проволоки, что в принципе не проблема, и подняться на вершину. Там какие-то клевые камни. Вот такая вот колючка. Наша национальная скрепа. И тут он вспомнил, что, блин, боится высоты. Твою мать. Ноги, знаете, как становятся ватными, как их сковывает прям. И хана. Хотя вот прошел, здесь уже не так страшно стоять, чем у того обрыва. Вот и вершина. Очень удобно, можно присесть и созерцать. Все, почилили на пляжах, дорога домой. Въезжаем на Крымский мост. Сегодня выяснилось, что новые были хлопки. Ну, так что, наверное, мы вовремя уезжаем, кто ж его знает. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, не переключайтесь.